Что за ерунда? Почему щит не защищает от стрел? Фух, чуть не умер. У разбойника, вероятно, арбалет был зачарован на пронзающую стрелу. Итак, в прошлых эпизодах, во время исследования и картирования большой территории, я нашел много чего интересного. В частности, два комплекса подводных руин. Первые руины в этом мире. Но прежде чем нахлобучить свежеизготовленный черепаший шлем и отправиться в очередную морскую исследовательскую экспедицию, решаю сначала сделать кое-какие домашние дела. Во-первых, у меня завалялись несколько лишних золотых часов, которые я нашел в сундуках подводных разрушенных порталов. Повешу-ка я их на стену. Во-вторых, открылся наконец рецепт железной кирасы. Теперь у меня будет полный комплект железной брони. Не удивляйтесь, в моем датапаке я специально сделал открытие рецептов и изготовление брони и инструментов сложнее и дольше. Ну и в-третьих, пришло время зачаровывать предметы. Тем более, что есть алмазы и обсидиан, и можно изготовить стол зачаровывания. Вот посплю только и займусь этим с утра на свежую голову. Вокруг стола зачаровывания пока нет ни одной книжной полки, поэтому зачарования будут самого низкого уровня. Ну и нужно не забыть сделать щетку для археологических раскопок, чтобы добывать древние артефакты. Археология – это относительно новая игровая механика в Майнкрафте. Будем открывать и удивляться вместе. Я противник читов или читоподобных трюков в Майнкрафте, поэтому я твердо решил не использовать дверь в качестве источника воздуха под водой, а обходиться шлемом из черепашьего панциря. Но, как оказалось, погружаться и всплывать каждые 20 секунд – это чрезвычайно времязатратно. А сооружать на дне моря домик с воздухом, своего рода воздушный колокол, честно говоря, поленился. Ну и в результате, как можете видеть, без зазрения совести пользуюсь дверьми, нарушая свое же собственное обещание. В сундуке нашлась карта сокровищ, зарытых где-то неподалеку. Но сначала разберусь с руинами и только потом пойду искать клад. Итак, начинаем археологические раскопки. Видел этот процесс на видео, но своими руками делаю это первый раз. Находим подозрительный гравий. Он слегка отличается текстурой от обычного. Берем щетку и чистим его щеткой. Какой же древний загадочный артефакт запрятан в этих морских глубинах? Это оказался всего лишь уголь. Ну ничего, в следующий раз точно выкопаем что-то посущественнее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, мотыга. Деревянная мотыга. Совершенно новая, словно и не пролежала под водой эти сотни или тысячи лет. Не знаю точно, когда жила тут эта древняя цивилизация.
Ну наконец-то! Древние люди, похоже, обронили тут изумруд. А вот и глиняный черепок. Одна из самых ценных археологических находок. Из нескольких черепков можно изготовить вазу с орнаментом, поставить на полку и хвастаться перед гостями. Правда, из гостей у меня одни разбойники. Если присесть на блоки магмы, то можно находиться под водой сколь угодно долго, не получая урона. Правда, сундук в таком положении открыть не получится. Подозрительный гравий бывает довольно сложно отличить от обычного. А если по ошибке сломать его, вот как сейчас, то артефакт будет разрушен и безвозвратно потерян. О, снова нашел карту сокровищ, такую же, как и раньше. Похоже, во всех сундуках одна и та же карта. Все сокровища за один раз не унести, поэтому побыстренько сплавал домой, положил добычу в сундук и тут же снова вернулся к руинам, чтобы начать искать клад. Но на этот раз поехал на осле, чтобы в случае чего можно было куда положить предметы, не поместившиеся в инвентарь. Чаще всего сокровища зарыты в песке или гравии на берегу или в воде недалеко от берега. Но чтобы сокровища оказались практически посреди моря на довольно большой глубине, такое я вижу первый раз. И как назло у меня закончились светильники Джека, без которых на морском дне низги не видать. Пришлось сплавать домой еще один раз и вернуться уже со светильниками. Ну вот, это совсем другое дело. Везде гравий толщиной один блок, кроме одного места. Вопрос на засыпку. Где зарыт клад? Ну разумеется, где же ему еще быть? Теперь отправляюсь к другим руинам, расположенным далеко к северо-востоку. Те, кто видел предыдущие эпизоды, могут помнить, что я уже несколько раз ночевал на этом песчаном берегу. Решил построить здесь домик в качестве перевалочного пункта. Думаю, еще не раз мне тут придется ночевать. Домик попробовал строить немного в другом стиле. По-моему, получилось довольно необычно. Да где же эти руины? Никак не могу найти. А, вот они. Эти руины, похоже, состоят всего из одного здания, но сундук есть. А в сундуке удочка, зачарованная на приманку. В хозяйстве пригодится. Итак, с двух экспедиций я привез 5 гончарных осколков. Что же с ними можно сделать? За основу берется рецепт вазы из кирпичей. Теперь, если вместо одного или нескольких кирпичей поместить гончарные осколки,
то соответствующая сторона вазы будет украшена орнаментом этого осколка.